о движении денежных средств. Что такое отчет о движении денежных средств? Отчет о движении денежных средств – это финансовый отчет, который предоставляет агрегированные данные обо всех денежных поступлениях, которые компания получает от своей текущей деятельности и внешних источников инвестиций. Он также включает все оттоки денежных средств, которые используются для оплаты коммерческой деятельности и инвестиций в течение определенного периода. Финансовые отчеты компании предлагают инвесторам и аналитикам портрет всех транзакций, которые происходят в бизнесе, где каждая транзакция способствует его успеху. Отчет о движении денежных средств считается наиболее интуитивно понятным из всех финансовых отчетов, поскольку он следует за денежными средствами, полученными бизнесом, по трем основным направлениям – через операции, инвестиции и финансирование. Сумма этих трех сегментов называется чистым денежным потоком. Эти три разных раздела отчета о движении денежных средств могут помочь инвесторам определить стоимость акций компании или компании в целом. Основные выводы. Отчет о движении денежных средств предоставляет данные обо всех денежных поступлениях, которые компания получает от своей текущей деятельности и внешних источников инвестиций. Отчет о движении денежных средств включает денежные средства, полученные бизнесом от операций, инвестиций и финансирования, сумма которых называется чистым денежным потоком. Первый раздел отчета о движении денежных средств – это поток денежных средств от операций, который включает операции от всех видов операционной деятельности. Денежный поток от инвестиций – это второй раздел отчета о денежных средствах, который является результатом прибыли и убытков от инвестиций. Денежный поток от финансирования – это последний раздел, в котором дается обзор денежных средств, использованных из заемных средств капитала. Как работают отчеты о движении денежных средств? Каждая компания, которая продает и предлагает свои акции населению, должна подавать финансовые отчеты и отчеты в комиссию по ценным бумагам и биржам SEC. Первое. Три основных финансовых отчета – это баланс и отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств является важным документом, который помогает заинтересованным сторонам лучше понимать все транзакции, которые проходят через компанию. Есть два разных направления бухгалтерского учета – расчетный и кассовый. Большинство публичных компаний используют учет по методу начисления, что означает, что отчет о прибылях и убытках не совпадает с положением денежных средств компании, однако отчет о движении денежных средств ориентирован на учет денежных средств. Прибыльные компании могут не справляться с адекватным управлением денежными потоками, поэтому отчет о движении денежных средств является важным инструментом для компании, аналитиков и инвесторов. Отчет о движении денежных средств разбит на три различных вида деятельности – операции, инвестирование и финансирование. Давайте рассмотрим компанию, которая продает продукт и предоставляет кредит на продажу своему покупателю. Несмотря на то, что компания признает эту продажу выручкой, компания может не получить денежные средства до более поздней даты. Компания получает прибыль по отчету о прибылях и убытках и платит по нему налог на прибыль, но бизнес может приносить больше или меньше денежных средств, чем указано в данных о продажах или доходах. Инвесторы и аналитики должны использовать здравый смысл при оценке изменений в оборотном капитале, поскольку некоторые компании могут пытаться увеличить свои денежные потоки до отчетных периодов. Денежные потоки от операционной деятельности. Это первый раздел отчета о движении денежных средств, охватывающий денежные потоки от операционной деятельности CFO и включает транзакции от всех видов операционной деятельности. Раздел «Денежные потоки от операций» начинается с чистой прибыли, затем все ненадежные статьи сопоставляются с денежными статьями, связанные с операционной деятельностью. То есть, другими словами, это чистая прибыль компании, но в кассовой версии. В этом разделе указываются денежные потоки и оттоки, которые напрямую связаны с основной деятельностью компании. Эта деятельность может включать покупку и продажу инвентаря и материалов, а также выплату зарплаты сотрудникам. Любые другие формы притока и оттока, такие как инвестиции, долги и дивиденды, не включаются. Компании могут генерировать достаточно положительный денежный поток для операционного роста. Если генерируется недостаточно, им, возможно, потребуется обеспечить финансирование для внешнего роста и расширения. Например, дебиторская задолженность – это безналичный счет. Если дебиторская задолженность увеличивается в течение периода, это означает, что продажи увеличиваются, но на момент продажи денежных средств получено не было. В отчете о движении денежных средств дебиторская задолженность вычитывается из чистой прибыли, поскольку она не является денежной. Денежные потоки от раздела операции также могут включать в себя кредиторскую задолженность.
износ, амортизацию и многочисленные предоплаченные статьи, учитываемые как выручка или расходы, но без соответствующего денежного потока. Денежные потоки от финансирования. Денежные потоки от финансирования CFFI – это последний раздел отчета о движении денежных средств. В разделе предоставлен обзор денежных средств, используемых для финансирования бизнеса. Он измеряет денежный поток между компанией и ее владельцами и кредиторами. И его источником обычно являются заемные средства или собственный капитал. Эти цифры обычно ежегодно сообщаются акционерам в отчете компании 10К. Аналитики используют денежные потоки из раздела финансирования. Чтобы определить, сколько денег компания выплатила в виде дивидендов или обратного выкупа акций, также полезно определить, как компания привлекает денежные средства для операционного роста. Здесь перечислены денежные средства, полученные или возвращенные в результате усилий по сбору капитала, такие как акции или заемные средства, а также взятые или выплаченные ссуды. Когда денежный поток от финансирования является положительным числом, это означает, что в компанию поступает больше денег, чем выводится. Если число отрицательное, это может означать, что компания выплачивает задолженность или производит выплату дивидендов или обратный выкуп акций.